Приключения Шерлока Холмса. Лига рыжеволосых. Однажды осенью прошлого года я зашел к моему другу, мистеру Шерлоку Холмсу, и застал его в оживленной беседе с очень тучным, краснолицым пожилым джентльменом с огненно-рыжими волосами. Извинившись за вторжение, я уже собирался удалиться, но Холмс резко втянул меня в комнату и захлопнул за мной дверь. «Вы не могли явиться в более подходящий момент, мой дорогой Ватсон», — сказал он сердечно. «Я боялся, что вы заняты». «Так и есть. Очень даже. Тогда я подожду в соседней комнате». «Ничуть. Этот господин, мистер Уилсон, был моим партнером и помощником во многих самых удачных делах, и я нисколько не сомневаюсь, что он окажет мне неоценимую услугу и в вашем случае». Тучный джентльмен приподнялся с кресла и слегка поклонился, бросив быстрый, чуть вопросительный взгляд из-под маленьких глаз, утопающих в складках жира. «Присаживайтесь на диван», — сказал Холмс, вновь откинувшись в свое кресло и сложив кончики пальцев, как он обычно делал в минуты судебного разбирательного настроения. «Я знаю, мой дорогой Ватсон, что вы разделяете мою любовь ко всему странному, выходящему за рамки условностей и скучной рутины повседневной жизни. Вы доказали это своим энтузиазмом, который побуждал вас записывать, и, если позволите заметить, кое-где приукрашивать многие из моих небольших приключений. Ваши дела всегда представляли для меня величайший интерес», — заметил я. «Вы помните, я недавно говорил, еще до того, как мы занялись простенькой задачей мисс Мэри Сазерленд, что за необычными эффектами и удивительными сочетаниями нужно обращаться к самой жизни, которая всегда гораздо смелее любых усилий воображения. С тезисом этим я позволил себе не согласиться. Да, доктор, но все же вам придется склониться к моей точке зрения, иначе я буду нагромождать перед вами факт за фактом, пока ваш разум не сдастся и не признает мою правоту. Итак, мистер Джебес Уилсон был столь любезен явиться ко мне этим утром и начать рассказ, который обещает быть одним из самых необычных, какие я слышал за последнее время. Вы знаете, я часто отмечал, что самые странные и уникальные вещи связаны не с крупными, а с мелкими преступлениями, а иногда и вовсе там, где остается сомнение, было ли совершено преступление вообще. Насколько я успел услышать, я не могу сказать, относится ли нынешний случай к преступлениям, но ход событий, безусловно, один из самых удивительных, какие мне доводилось слушать. Возможно, мистер Уилсон, вы окажете любезность повторить ваш рассказ. Я прошу вас не только потому, что мой друг доктор Ватсон не слышал начала, но и потому, что особенность истории заставляет меня желать услышать каждую подробность именно из ваших уст. Обычно, уловив малейший намек на ход событий, я могу ориентироваться по тысячам подобных случаев, сохранившихся в моей памяти. Но в данном случае я вынужден признать, что факты, насколько мне известно, уникальны. Полный клиент с некоторой гордостью выпятил грудь и вытащил из внутреннего кармана своего пальто грязную, измятую газету. Наклонив голову вперед и расправив лист на коленях, он стал вглядываться в колонку объявлений. Я же воспользовался моментом, чтобы внимательно рассмотреть его, по примеру моего друга, попытаться прочесть признаки, которые могли бы выдать его происхождение или привычки. Однако мой осмотр не дал больших результатов. Наш посетитель имел все черты заурядного британского торговца, тучный, важный и медлительный. На нем были мешковатые серые брюки в клетку, пастуший узор, не слишком чистый черный сюртук, расстегнутый спереди, и серый жилет с тяжелой латунной цепочкой «Альберт» и квадратным кусочком металла, служившим украшением. На стуле рядом лежали потертый цилиндр и выцветшее коричневое пальто с измятым бархатным воротником. В целом, как ни всматривался я, ничего примечательного в нем не было, кроме пылающей рыжей головы и выражения крайнего раздражения и недовольства на лице.
Быстрый взгляд Холмса уловил мое занятие, и он, заметив мои вопросительные глаза, улыбнулся и покачал головой. Кроме очевидных фактов, что он когда-то занимался физическим трудом, что он нюхает табак, что он масон, бывал в Китае и в последнее время много писал, я не могу вывести ничего более. Мистер Джебес Уилсон резко поднялся в кресле, держа палец на газете, но устремив глаза на моего друга. «Как, ради всего святого, вы узнали все это, мистер Холмс?» — воскликнул он. «Как, например, вы поняли, что я занимался физическим трудом?» «Это чистая правда, ведь я начинал корабельным плотником». «Ваши руки, мой дорогой сэр. Правая заметно больше левой. Вы работали ею, и мышцы развились сильнее. Ну а табак и масонство?» «Я не стану оскорблять ваш ум, объясняя, как я это понял», — сказал Холмс, «особенно учитывая, что вы, вопреки строгим правилам вашего ордена, носите булавку с циркулем и угольником». «Ах да, конечно, я и забыл об этом. Но письмо. Что еще может означать ваш правый манжет, протертый на 5 дюймов до блеска, и левый рукав с гладким пятном у локтя, где вы постоянно опираетесь на стол? Ну а Китай? Рыба, вытатуированная у вас над правым запястьем, могла быть сделана только в Китае. Я немного изучал татуировки и даже писал статьи на эту тему. Прием окрашивать чешую рыб в нежно-розовый оттенок — совершенно особенность китайская. А когда я вижу еще и китайскую монету на вашей цепочке для часов, дело становится совсем ясным. Мистер Джебес Уилсон тяжело расхохотался. «Ну и ну», — сказал он. «Сначала я подумал, что вы сделали что-то хитрое, а теперь вижу, ничего особенного в этом нет». «Начинаю думать, Ватсон», — заметил Холмс, — «что я ошибаюсь, когда объясняю. Omni ignatum pro magnifice, знаете ли, все неизвестное кажется великим. А моя бедная репутация, какова она ни есть, потерпит крушение, если я буду столь откровенен. Не можете ли вы найти объявление, мистер Уилсон?» «Да, вот оно», — ответил тот, указывая толстым красным пальцем на середину колонки. «Вот когда все началось. Прочтите сами, сэр». Я взял у него газету и прочел. «Лиги рыжеволосых. Вследствие завещания покойного Эзеки Хопкинса из Ливанона, штат Пенсильвания, США, открыта новая вакансия, предоставляющая члену Лиги жалований в 4 фунта стерлингов в неделю за чисто номинальные услуги. Все рыжеволосые мужчины, здоровые телом и умом и старше 21 года, допускаются к участию. Лично явиться в понедельник в 11 часов утра к Дункану Россу в контору Лиги, Корт Поупа, 7, Флит-стрит». «Что все это значит?» — воскликнул я, дважды перечитав это необычайное объявление. Холмс засмеялся и заерзал в кресле, как он обычно делал в хорошем настроении. «Немного в стороне от привычного, не правда ли?» — сказал он. «А теперь, мистер Уилсон, начинайте с самого начала. Расскажите нам о себе, о вашем доме и о том, какое влияние это объявление оказало на вашу судьбу. Доктор, сделайте сначала заметку о газете и дате. Это The Morning Chronicle от 27 апреля 1890 года. Всего 2 месяца назад. Отлично. Ну, мистер Уилсон?» «Все именно так, как я уже говорил вам, мистер Шерлок Холмс», — сказал Джебес Уилсон, вытирая лоб. «У меня маленькая ростовщическая лавка на Кобург-сквер, недалеко от Сити. Дело не очень большое, и в последние годы оно едва приносит мне средства к существованию. Раньше я мог держать 2 помощников, а теперь только одного,
и то с трудом плачу ему жалование, но он согласен работать за полоклада, чтобы научиться ремеслу. «Как зовут этого услужливого молодого человека?» — спросил Шерлок Холмс. «Его зовут Винсент Сполдинг, и он вовсе не так уж молод. Трудно сказать, сколько ему лет. Я не пожелал бы более толкового помощника, мистер Холмс. Я прекрасно понимаю, что он мог бы найти себе место получше и зарабатывать вдвое больше того, что я могу ему дать. Но, в конце концов, если он доволен, зачем мне внушать ему новые мысли?» «В самом деле, зачем?» — заметил Холмс. «Вам необычайно повезло иметь работника ниже рыночной цены. В наше время это редкость. Я даже не уверен, что ваш помощник не столь же замечателен, как само объявление». «А, у него есть и недостатки», — сказал мистер Уилсон. «Никогда не видел такого увлеченного фотографией человека. Все щелкает камерой, когда должен бы развивать ум, а потом ныряет в подвал, словно кролик в нору, чтобы проявлять снимки. Это его главный недостаток, но в остальном он хороший работник. В нем нет порока. Он все еще у вас, я полагаю?» «Да, сэр. Он и девочка 14 лет, которая немного готовит и поддерживает чистоту, вот и все, кто есть у меня в доме, ибо я вдовец и семьи никогда не имел. Мы живем очень тихо, сэр, втроем, держим крышу над головой и платим по счетам, если уж ничего большего не делаем. Первым делом нас взволновало то самое объявление. Сполдинг спустился в контору ровно 8 недель назад, держа в руках эту самую газету, и говорит: «Хотел бы я, мистер Уилсон, чтобы у меня были рыжие волосы». «А почему это?» — спрашиваю я. «Да вот же», — отвечает он, — «еще одна вакансия в Лиге рыжеволосых. Это целое состояние для того, кто ее получит. Я слышал, что вакансий больше, чем людей, и попечители не знают, куда девать деньги. Если бы мои волосы переменили цвет, для меня готово уютное местечко». «Ну а что это за дело?» — спросил я. «Видите ли, мистер Холмс, я человек-домосед, и так как дело само шло ко мне, а не я к нему, я мог неделями не переступать порога. Потому я мало знал, что творится вокруг, и всегда рад был услышать новости. Разве вы никогда не слышали о Лиге рыжеволосых?» — спросил он, широко раскрыв глаза. «Никогда». «Странно, ведь вы сами соответствуете для одной из вакансий». «А что они дают?» — спросил я. Всего лишь пару сотен фунтов в год, но работа легкая и почти не мешает другим занятиям. Вы легко поймете, что это заставило меня навострить уши, дело мое в последние годы шло неважно, и лишние 200 фунтов пришлись бы весьма кстати. «Расскажите все подробно», — сказал я. «Ну вот», — сказал он, показывая мне объявление, — «сами видите, у Лиги есть вакансия, и вот адрес, куда следует обратиться». Насколько я понял, Лига была основана американским миллионером Эзеки Хопкинсом, человеком весьма своеобразным. Он сам был рыжеволосым и питал особую симпатию ко всем рыжим, так что, когда он умер, оказалось, что он оставил свое огромное состояние в руках попечителей с указанием расходовать проценты на предоставление легких местечек мужчинам с таким цветом волос. По слухам, платят отлично, а делать почти ничего не нужно. «Но ведь миллионы рыжеволосых подадут заявление», — сказал я. «Не так уж много, как вы думаете», — ответил он. «Видите ли, это ограничено лондонцами и взрослыми мужчинами». Этот американец уехал из Лондона в юности и хотел сделать добро старому городу. К тому же, говорят, бесполезно подавать заявление, если волосы светло-рыжие, темно-рыжие или какие угодно, кроме ярко-пламенных, огненно-рыжих.
Вот если бы вы захотели подать, мистер Уилсон, то прошли бы без труда, но, может быть, ради пары сотен фунтов не стоит утруждать себя. А ведь факт, господа, как вы сами видите, мои волосы имеют очень насыщенный и богатый оттенок, так что мне показалось, что если будет конкуренция, то шансы мои не хуже, чем у любого встреченного мною человека. Винсент Сполдинг так много знал об этом, что я решил, он может пригодиться, и велел ему закрыть лавку на день и пойти со мной. Он был рад получить выходной, так что мы заперли дело и отправились по указанному адресу. Никогда больше не надеюсь увидеть подобное зрелище, мистер Холмс. Со всех сторон, с севера, юга, востока и запада, каждый человек с рыжеватым оттенком волос стекался в город откликнуться на объявление. Флит-стрит была переполнена рыжеволосыми, а Корт Поупа походил на тележку с апельсинами. Я бы и не подумал, что во всей стране столько рыжих, сколько собралось благодаря одному объявлению. Все оттенки были соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, ирландский сеттер, печёночный, глиняный. Но, как сказал Сполдинг, немногие обладали настоящим ярким пламенно-рыжим цветом. Когда я увидел, сколько народу ждет, я готов был отказаться, но Сполдинг и слышать не хотел. Как он это сделал, не знаю, но он толкал, тянул и проталкивал меня, пока не провел сквозь толпу прямо к ступеням, ведущим в контору. На лестнице текли два потока. Одни поднимались в надежде, другие возвращались удрученные, но мы протиснулись как могли и вскоре оказались в конторе. «Ваш опыт был весьма занимателен», — заметил Холмс, когда клиент остановился и освежил память огромной щепоткой табака. «Прошу вас продолжать столь интересный рассказ». В конторе не было ничего, кроме пары деревянных стульев и простого соснового стола, за которым сидел маленький человек с головой еще более рыжей, чем моя. Каждому кандидату он говорил несколько слов, но неизменно находил какой-нибудь изъян, который лишал того права на место. Получить вакансию оказалось вовсе не так просто, как думалось. Однако, когда подошла наша очередь, этот человечек оказался гораздо более благосклонен ко мне, чем к другим, впустив нас, закрыл дверь, чтобы переговорить наедине. «Это мистер Джибес Уилсон», — сказал мой помощник, и он готов занять вакансию в лиге. «И он прекрасно для нее подходит», — ответил другой. «У него есть все необходимые качества. Не припомню, чтобы видел что-либо столь замечательное». Он отступил на шаг, наклонил голову набок и так долго разглядывал мои волосы, что я почувствовал себя неловко. Затем вдруг бросился вперед, крепко пожал мне руку и горячо поздравил с успехом. «Было бы несправедливо колебаться», — сказал он. «Однако, надеюсь, вы извините меня за очевидную предосторожность». С этими словами он схватил мои волосы обеими руками и дернул так, что я вскрикнул от боли. «Вижу слезы на ваших глазах», — сказал он, отпуская меня. «Значит, все в порядке. Но мы должны быть осторожны, дважды нас обманывали париками и однажды краской. Я мог бы рассказать вам истории о сапожном воске, которые отвратили бы вас от человеческой природы». Он подошел к окну и во все горло прокричал, что вакансия занята. Снизу донесся стон разочарования, и люди разошлись в разные стороны, так что не осталось ни одной рыжей головы, кроме моей и головы управляющего. «Мое имя», — сказал он, — «мистер Дункан Росс, и я сам один из пенсионеров фонда, оставленного нашим благородным благодетелем». «Вы женаты, мистер Уилсон? Есть семья?» Я ответил, что нет. Его лицо сразу омрачилось. «Вот как», — сказал он серьезно. «Это весьма печально. Мне жаль слышать такое.
Фонд предназначен, разумеется, не только для содержания рыжеволосых, но и для их распространения. Крайне досадно, что вы холостяк. Мое лицо вытянулось, мистер Холмс, ибо я подумал, что места мне не достанется. Но, поразмыслив несколько минут, он сказал, что все будет в порядке. В случае другого, сказал он, это возражение могло бы оказаться роковым, но ради человека с такой шевелюрой, как у вас, мы сделаем исключение. Когда вы сможете приступить к новым обязанностям? Ну, это немного затруднительно, ведь у меня уже есть свое дело, сказал я. Не беспокойтесь об этом, мистер Уилсон. Вмешался Винсент Сполдинг. Я смогу позаботиться о лавке за вас. А каковы будут часы? Спросил я. С 10 до 2. Теперь, мистер Холмс, ростовщическое дело ведется главным образом по вечерам, особенно в четверг и пятницу, накануне дня получки, так что мне было весьма удобно подрабатывать по утрам. К тому же я знал, что мой помощник человек надежный и справится со всем, что может случиться. «Это мне очень подходит», — сказал я. «А жалование?» 4 фунта в неделю. А работа? Чисто номинальная. Что значит «чисто номинальная»? Ну, вы должны находиться в конторе или хотя бы в здании все это время. Если уйдете, навсегда лишитесь места. Завещание ясно говорит об этом, условия не соблюдены, если вы покидаете контору в часы службы. Всего 4 часа в день, и я и думать не стану уходить, сказал я. Никакие оправдания не помогут, возразил мистер Дункан Росс. Ни болезнь, ни дела, ни что-либо еще. Вы должны оставаться здесь, иначе потеряете место. А работа? Переписывать британскую энциклопедию. Вот первый том в том шкафу. Чернила, перья и промокательную бумагу вы должны иметь свои, а мы предоставляем стол и стул. Будете готовы завтра? Разумеется, ответил я. Тогда прощайте, мистер Джебес Уилсон, и позвольте еще раз поздравить вас с важной должностью, которую вам посчастливилось получить. Он поклонился, выпроводил меня из комнаты, и я отправился домой с помощником, не зная, что сказать или сделать, так был доволен своей удачей. Ну, я думал об этом весь день, а к вечеру настроение снова упало. Я почти убедил себя, что все это какая-то грандиозная шутка или мошенничество, хотя и представить не мог, в чем его цель. Казалось невероятным, чтобы кто-то мог составить такое завещание или платить такие деньги за столь простое занятие, как переписывание британской энциклопедии. Винсент Сполдинг старался меня приободрить, но к ночи я окончательно рассудил, что дело пустое. Однако утром я решил все же проверить, и, купив за пенни бутылочку чернил, взяв гусиное перо и 7 листов пищи бумаги, отправился в Корт Поупа. К моему удивлению и радости все оказалось в полном порядке. Стол был приготовлен, и мистер Дункан Росс присутствовал, чтобы убедиться, что я добросовестно приступил к работе. Он посадил меня за букву «А», а затем ушел, но время от времени заглядывал, чтобы проверить, все ли идет как надо. В 2 часа он пожелал мне доброго дня, похвалил за написанное и запер за мной дверь конторы. Так продолжалось день за днем, мистер Холмс, и в субботу управляющий явился и положил передо мной 4 золотых суверена за недельную работу. То же было и на следующей неделе, и на той, что за ней. Каждое утро я приходил к 10, а каждый день уходил в 2. Постепенно мистер Дункан Росс стал приходить лишь раз утром, а потом и вовсе перестал появляться. Но, разумеется, я не смел покидать комнату ни на минуту, ведь не знал, когда он может заглянуть, а место было столь выгодным и удобным для меня, что я не хотел рисковать потерять его.
Так прошло 8 недель, и я успел переписать статьи про аббатов, стрельбу из лука, доспехи, архитектуру и аттику, надеясь со временем добраться и до буквы «Б». Это стоило мне немалых расходов на бумагу, и я почти заполнил целую полку своими трудами. И вдруг все дело неожиданно закончилось. Закончилось. Да, сэр. И не позже, чем сегодня утром. Я пришел к работе, как обычно, в 10 часов, но дверь была заперта, а на середину панели гвоздиком прикреплен небольшой картонный квадратик. Вот он, можете прочесть сами. Он поднял кусок белого картона размером с лист почтовой бумаги. На нем было написано следующее. Лига рыжеволосых. Распущена. 9 октября 1890 года. Шерлок Холмс и я некоторое время рассматривали это краткое объявление и печальное лицо за ним, пока комическая сторона дела не пересилила все остальное, и мы оба разразились громким смехом. «Не вижу тут ничего смешного», — воскликнул наш клиент, вспыхнув до корней своей огненной шевелюры. «Если вы можете только смеяться надо мной, я пойду к другому». «Нет-нет», — сказал Холмс, усаживая его обратно в кресло, из которого тот уже поднялся. «Я ни за что не пропустил бы ваше дело. Оно необычайно освежающее. Но, если позволите заметить, в нем есть нечто слегка забавное. Скажите, какие шаги вы предприняли, когда увидели карточку на двери?» «Я был ошеломлен, сэр. Не знал, что делать. Потом обошел соседние конторы, но там никто ничего не слышал. Наконец я пошел к домовладельцу, бухгалтеру, живущему на первом этаже, и спросил его, что стало с Лигой рыжеволосых. Он сказал, что никогда о такой не слышал. Тогда я спросил его, кто такой мистер Дункан Росс. Он ответил, что имя ему незнакомо. «Ну», — сказал я, — «джентльмен из 4-й комнаты». «Что, тот рыжеволосый?» «Да». «Ах, его звали Уильям Моррис. Он был поверенным и пользовался моей комнатой временно, пока готовились новые помещения. Вчера он переехал. Где я могу его найти?» «В новых конторах». Он называл мне адрес. Да, Кинг-Эдвард-стрит, 17, возле собора Святого Павла. Я отправился туда, мистер Холмс, но по указанному адресу оказалось производство искусственных наколенников, и никто там никогда не слышал ни о мистере Уильяме Моррисе, ни о мистере Дункане Россе. «И что вы сделали потом?» — спросил Холмс. Я вернулся на Сакси-Кобург-сквер и посоветовался с помощником. Но он ничем не мог помочь. Сказал лишь, что если подождать, то придет письмо. Но это было недостаточно, мистер Холмс. Я не хотел терять такое место без борьбы, и, услышав, что вы добры к беднякам и даете советы нуждающимся, я сразу пришел к вам. И поступили очень мудро, — сказал Холмс. «Ваш случай исключительно замечателен, и я буду рад заняться им. По вашим словам, мне кажется, что за ним могут скрываться более серьезные обстоятельства, чем кажется на первый взгляд». «Достаточно серьезные», — сказал мистер Джибес Уилсон. «Ведь я потерял 4 фунта в неделю. Что касается лично вас, — заметил Холмс, — то я не вижу, чтобы у вас была какая-либо претензия к этой необычной лиге. Напротив, вы, насколько я понимаю, стали богаче на 30 фунтов, не говоря уже о подробных знаниях по всем предметам, начинающимся на букву «А». Вы ничего не потеряли. Нет, сэр. Но я хочу узнать, кто они такие и какова была цель этой шутки, если эта шутка надо мной.
Для них это была дорогая забава, она обошлась им в 32 фунта. Мы постараемся прояснить эти вопросы. И сначала 1-2 вопроса, мистер Уилсон. Ваш помощник, который первым обратил ваше внимание на объявление, сколько времени он был у вас? Тогда около месяца. Как он пришел? По объявлению. Он был единственным кандидатом? Нет, их было с дюжину. Почему вы выбрали его? Потому что он был ловок и согласился работать дешево. За полоклада, значит. Да. Каков он, этот Винсент Сполдинг? Невысокий, крепко сложенный, очень проворный, без волос на лице, хотя ему не меньше 30. На лбу белое пятно от кислоты. Холмс резко выпрямился в кресле, явно взволнованный. «Я так и думал», — сказал он. «Замечали ли вы, что его уши проколоты для серёг?» «Да, сэр». Он говорил, что цыганка сделала это, когда он был мальчиком. «Хм», — произнес Холмс, погрузившись в глубокую задумчивость. «Он все еще у вас?» «А да, сэр, я только что оставил его». «И ваше дело было в порядке во время вашего отсутствия?» «Жаловаться ни на что, сэр. По утрам работы немного». «Этого достаточно, мистер Уилсон. Я буду рад дать вам заключение по делу в течение дня-двух. Сегодня суббота, и надеюсь, что к понедельнику мы придем к выводу». Когда наш посетитель ушел, Холмс сказал: «Ну, Ватсон, что вы обо всем этом думаете?» «Ничего не думаю», — ответил я откровенно. «Дело крайне загадочное». «Обычно», — сказал Холмс, — «чем причудливее вещь, тем меньше в ней тайны». Настоящую трудность представляют заурядные, безликие преступления, как и заурядное лицо труднее всего опознать. Но в этом деле я должен действовать быстро. «Что же вы собираетесь предпринять?» — спросил я. «Покурить», — ответил он. «Это задача на 3 трубки, и прошу вас не говорить со мной минут 50». Он свернулся в кресле, подтянув худые колени к своему хищному носу, и сидел с закрытыми глазами, а черная глиняная трубка торчала, словно клюв какой-то странной птицы. Я уже решил, что он заснул, и сам начал клевать носом, когда он вдруг вскочил с кресла с видом человека, принявшего решение, и положил трубку на каминную полку. «Сарасати играет сегодня днем в зале Сент-Джеймс», — заметил он. «Что скажете, Ватсон? Ваши пациенты смогут обойтись без вас несколько часов? Сегодня у меня ничего нет. Моя практика редко бывает обременительной. Тогда надевайте шляпу и идем. Я сначала пройду через Сити, а по пути мы можем перекусить. В программе вижу много немецкой музыки, которая мне ближе, чем итальянская или французская. Она сосредоточенная, а я хочу сосредоточиться. Пойдем». Мы поехали на метро до Алдерсгейта, а затем короткая прогулка привела нас на Сакси-Кобург-сквер, место странной истории, которую мы слушали утром. Это был тесный, убогий, но претендующий на приличие уголок, где 4 ряда закопченных двухэтажных кирпичных домов выходили окнами на маленький огороженный дворик, где редкая трава и несколько выцветших кустов лавра тщетно боролись с дымным, враждебным воздухом. 3 позолоченных шара и коричневая вывеска с белыми буквами «Джибес Уилсон» на угловом доме обозначали место, где наш рыжеволосый клиент держал свою лавку. Шерлок Холмс остановился перед ней, наклонив голову набок, и внимательно осмотрел, глаза его ярко блестели между морщинистыми веками.
Потом он медленно прошел вверх по улице, затем вернулся обратно к углу, все так же остро вглядываясь в дома. Наконец он снова подошел к ростовщической лавке, несколько раз сильно ударил тростью по мостовой и постучал в дверь. Она мгновенно распахнулась, и на пороге появился живой, чисто выбритый молодой человек, который пригласил его войти. «Благодарю», — сказал Холмс. «Я лишь хотел спросить, как отсюда пройти к Стрэнду». «3 направо, 4 налево», — быстро ответил помощник, захлопнув дверь. «Смышлёный малый», — заметил Холмс, когда мы отошли. «По моему мнению, он 4-й по уму человек в Лондоне, а по дерзости, пожалуй, имеет право быть 3-м. Я кое-что знал о нем и раньше». «Очевидно», — сказал я, — «помощник мистера Уилсона играет немалую роль в этой загадке Лиги Рыжеволосых. Уверен, вы спросили дорогу лишь за тем, чтобы увидеть его». «Не его». «А что же?» «Колени его брюк». «И что вы увидели?» «То, что ожидал увидеть». «Зачем вы били тростью по мостовой?» «Мой дорогой доктор, сейчас время наблюдать, а не говорить. Мы разведчики в стане врага. Мы кое-что узнали о Сакси-Кобург-сквер. Теперь давайте исследуем то, что лежит позади него». Улица, на которую мы вышли, свернув за угол из тихой Сакси-Кобург-сквер, представляла собой такую же резкую противоположность, как лицевая сторона картины и ее оборот. Это была одна из главных артерий, по которым течет движение города к северу и западу. Проезжая часть была забита огромным потоком торговли, текущим двойным руслом, туда и обратно, а тротуары чернели от спешащей толпы прохожих. Трудно было поверить, глядя на ряд изящных магазинов и солидных контор, что их задняя сторона выходит на тот самый выцветший и застойный сквер, который мы только что покинули. «Посмотрим», — сказал Холмс, остановившись на углу и окинув взглядом ряд домов. «Мне хотелось бы запомнить их порядок. Это мое маленькое увлечение — иметь точные сведения о Лондоне. Вот лавка Мортимера, торговца табаком, маленькая газетная лавочка, отделение Кобург-Сити энд Сабурбан банка, вегетарианский ресторан и мастерская Макфарлана по постройке экипажей. На этом ряд заканчивается и начинается другой квартал. А теперь, доктор, мы сделали свою работу, пора немного развлечься. Сэндвич и чашка кофе, а затем в царство скрипки, где все полно сладости, утонченности и гармонии, и нет рыжеволосых клиентов, чтобы мучить нас своими загадками. Мой друг был страстным музыкантом, причем не только весьма искусным исполнителем, но и композитором немалого дарования. Весь тот день он просидел в партере, погруженный в совершенное счастье, мягко покачивая длинными худыми пальцами в такт музыки. Его легкая улыбка и мечтательные глаза были столь не похожи на облик Холмса-ищейки, Холмса, неумолимого, острого, готового к действию борца с преступностью, что трудно было поверить в их единство. В его необычной натуре поочередно проявлялись две стороны, и его крайняя точность и проницательность, как я часто думал, являлись реакцией на поэтическое и созерцательное настроение, которое иной раз овладевало им. Маятник его натуры качался от крайней апатии к всепоглощающей энергии. Как я хорошо знал, он никогда не был столь грозен, как после долгих дней, проведенных в кресле среди импровизаций и старинных фолиантов. Тогда внезапно овладевала им жажда охоты, и его блестящая сила рассуждения поднималась до уровня интуиции, так что незнакомые с его методами люди смотрели на него с подозрением, как на человека, чьи знания превосходят человеческие. Когда я видел его в тот день, так поглощенного музыкой в зале Сент-Джеймс, мне казалось, что недоброе время грядет для тех, кого он избрал себе целью. «Вы, вероятно, хотите домой, доктор», — заметил он, когда мы вышли. «Да, пожалуй, так будет лучше. А у меня есть дела,
которые займут несколько часов. Это дело на Кобург-сквер серьезно. Почему серьезно? Задумывается крупное преступление. У меня есть все основания полагать, что мы успеем его предотвратить. Но то, что сегодня суббота, несколько осложняет дело. Мне понадобится ваша помощь сегодня ночью. В котором часу? 10 будет достаточно. Я буду на Бейкер-стрит в 10. Отлично. И еще, доктор, может быть небольшая опасность, так что, будьте добры, положите в карман ваш армейский револьвер. Он махнул рукой, резко повернулся и в одно мгновение исчез в толпе. Я надеюсь, что не глупее моих соседей, но всегда чувствовал себя туповатым в общении с Шерлоком Холмсом. Я слышал то же, что и он, видел то же, что и он, и все же из его слов было ясно, что он ясно понимает не только то, что произошло, но и то, что должно произойти, тогда как для меня все дело оставалось путанным и нелепым. Когда я ехал домой в Кенсингтон, я обдумывал все, от необычайной истории рыжеволосого переписчика, энциклопедии, до визита на Сакси-Кобург-сквер и зловещих слов, которыми он со мной простился. Что это за ночная экспедиция и зачем мне идти вооруженным? Куда мы направляемся и что должны делать? Холмс намекнул, что этот гладколицый помощник ростовщика — человек опасный, способный на хитрую игру. Я пытался разгадать это, но в отчаянии оставил размышления, решив дождаться ночи, которая принесет объяснение. Было 9:45, когда я вышел из дома, пересек парк и через Оксфорд-стрит направился на Бейкер-стрит. У дверей стояли 2 экипажа Хэнсом, и, входя в коридор, я услышал сверху голоса. Войдя в комнату Холмса, я застал его в оживленной беседе с 2 мужчинами, одного из которых узнал, это был Питер Джонс, официальный агент полиции, а другой — высокий, худой, печального вида человек с чрезмерно блестящим цилиндром и угнетающе респектабельным сюртуком. «Наша компания в сборе», — сказал Холмс, застегивая свой бушлат и снимая с вешалки тяжелую охотничью трость. «Ватсон, думаю, вы знаете мистера Джонса из Скотланд-Ярда? Позвольте представить вам мистера Мерривезера, который будет нашим спутником в сегодняшнем приключении». «Мы снова охотимся парой, доктор», — сказал Джонс своим важным тоном. «Наш друг здесь, мастер начинать погоню. Все, что ему нужно, старый пес, чтобы помочь довести дело до конца. Надеюсь, что в конце концов мы не окажемся в погоне за дикой гусыней», — мрачно заметил мистер Мерривезер. «Вы можете возложить немалое доверие на мистера Холмса, сэр», — высокомерно сказал полицейский агент. «У него есть свои маленькие методы, которые, если он не обидится за мои слова, чуть-чуть слишком теоретичны и фантастичны, но в нем есть задатки настоящего сыщика. Не раз, как, например, в деле об убийстве Шолта и сокровища Агры, он оказался ближе к истине, чем официальная полиция». «Если вы так говорите, мистер Джонс, значит, все в порядке», — почтительно ответил незнакомец. «Хотя, признаюсь, я скучаю по своей партии в вист. Это первая суббота за 27 лет, когда я остался без нее». «Думаю, вы обнаружите», — сказал Шерлок Холмс, «что сегодня будете играть на более высокую ставку, чем когда-либо прежде, и игра окажется куда более захватывающей. Для вас, мистер Мерривезер, ставка составит 30 000 фунтов, а для вас, Джонс, человек, на которого вы хотите наложить руки. Джон Клей — убийца, вор, фальшивомонетчик и мошенник. Он молод, мистер Мерривезер, но стоит во главе своей профессии, и я предпочел бы надеть браслеты на него, чем на любого преступника в Лондоне. Молодой Джон Клей — человек замечательный. Его дед был герцогом королевской крови,
а сам он учился в Итоне и Оксфорде. Его мозг столь же хитер, как и его пальцы, и хотя мы встречаем следы его деятельности на каждом шагу, самого человека никогда не удается найти. На одной неделе он вскрывает дом в Шотландии, а на другой собирает деньги на строительство приюта в Корнуолле. Я преследую его годами и ни разу не видел его лично. Надеюсь, сегодня я смогу познакомить вас с ним. У меня тоже было несколько стычек с мистером Джоном Клеем, и я согласен с вами, что он стоит во главе своей профессии. Но уже за 10, и нам пора отправляться. Если вы двое займете первый Хэнсом, Ватсон и я последуем во втором. Во время долгой поездки Шерлок Холмс был не слишком разговорчив и откинулся в кабине, напевая мотивы, услышанные им днем. Мы гремели по бесконечному лабиринту улиц, освещенных газовыми фонарями, пока не выехали на Фарингдон-стрит. «Мы уже близко», — заметил мой друг. Этот Мерривезер — директор банка и лично заинтересован в деле. Я счел нужным пригласить и Джонса. Он неплохой человек, хотя в своей профессии полный недоумок. Но у него есть одно положительное качество — он храбр, как бульдог, и цепок, как омар, если вцепится когтями в кого-нибудь. Вот мы и на месте, и они ждут нас. Мы прибыли на ту же оживленную улицу, где были утром. Экипажи отпустили, и, следуя за мистером Мерривезером, мы прошли по узкому проходу и через боковую дверь, которую он открыл для нас. Внутри оказался небольшой коридор, заканчивавшийся массивными железными воротами. Их тоже отворили, и они вели вниз по винтовой каменной лестнице, которая заканчивалась еще одними внушительными воротами. Мерривезер остановился, чтобы зажечь фонарь, и затем повел нас по темному, пахнущему землей коридору, а после, открыв третью дверь, ввел в огромный подвал, где повсюду громоздились ящики и тяжелые сундуки. «Сверху вы не слишком уязвимы», — заметил Холмс, подняв фонарь и оглядываясь вокруг. «И снизу тоже», — сказал мистер Мерривезер, ударив палкой по каменным плитам пола. «Боже мой, да они звучат совершенно пусто», — добавил он с удивлением. «Я должен настоятельно попросить вас вести себя потише», — строго сказал Холмс. «Вы уже поставили под угрозу весь успех нашей экспедиции. Будьте добры, присядьте на один из этих ящиков и не мешайте». Серьезный мистер Мерривезер уселся на ящик с крайне обиженным выражением лица, а Холмс опустился на колени, вооружившись фонарем и увеличительным стеклом, начал тщательно исследовать трещины между камнями. Несколько секунд оказалось достаточно, он вскочил на ноги и убрал стекло в карман. «У нас есть как минимум час», — сказал он. «Они едва ли начнут действовать, пока добрый ростовщик не окажется в постели. Но потом не потеряют ни минуты, чем раньше начнут, тем больше времени будет на бегство. Мы сейчас, доктор, как вы, несомненно, догадались, в подвале городского отделения одного из главных лондонских банков. Мистер Мерривезер — председатель совета директоров, и он объяснит вам, почему самые дерзкие преступники Лондона ныне проявляют к этому подвалу столь живой интерес. «Это наше французское золото», — прошептал директор. «Мы получили несколько предупреждений о возможном покушении». «Ваше французское золото?» «Да». Несколько месяцев назад нам пришлось укрепить ресурсы, и мы заняли для этой цели 30 тысяч наполеондоров у Банка Франции. Стало известно, что мы так и не распаковали деньги, и они до сих пор лежат в нашем подвале. Ящик, на котором я сижу, содержит 2000 наполеондоров, уложенных между слоями свинцовой фольги. Наш запас золота сейчас гораздо больше обычного для одного отделения, и директоры испытывают серьезные опасения. «И весьма справедливые», — заметил Холмс.
А теперь пора устроить наши маленькие планы. Думаю, в течение часа все достигнет кульминации. Между тем, мистер Мерривезер, мы должны закрыть экраном этот фонарь. И сидеть в темноте? Боюсь, что так. Я взял с собой колоду карт и думал, что, раз мы вчетвером, вы все же сыграете свою партию. Но вижу, что приготовления врага зашли так далеко, что мы не можем рисковать светом. И прежде всего нужно выбрать позиции. Эти люди дерзки, и хотя мы застанем их врасплох, они могут причинить нам вред, если будем неосторожны. Я стану за этим ящиком, а вы спрячьтесь за теми. Когда я вспыхну светом, бросайтесь быстро. Если они будут стрелять, Ватсон, не колеблясь, стреляйте в ответ. Я положил свой взведенный револьвер на крышку деревянного ящика, за которым укрылся. Холмс задвинул заслонку фонаря, и мы остались в кромешной тьме, такой абсолютной, какой я никогда прежде не испытывал. Лишь запах нагретого металла напоминал, что свет готов вспыхнуть в любую секунду. Для меня, с нервами, натянутыми до предела, внезапный мрак и холодный, сырой воздух подвала были подавляющими. «У них только один путь к отступлению», — прошептал Холмс. «Через дом обратно на Сакси-Кобург-сквер». «Надеюсь, вы сделали то, о чем я просил, Джонс». У входа ждут инспектор и 2 офицера. Значит, все ходы перекрыты. Теперь тишина и ожидание. Как же тянулось время. Позже мы выяснили, что прошло всего час с четвертью, но мне казалось, будто ночь почти миновала и рассвет уже пробивается над нами. Члены мои затекли и одеревенели, ибо я боялся изменить позу, нервы же были напряжены до предела, слух обострился настолько, что я различал не только тихое дыхание товарищей, но и более тяжелое, глубокое дыхание грузного Джонса от тонкого, вздыхающего вздоха директора банка. Из-за своего укрытия я мог видеть часть пола. Вдруг мои глаза уловили отблеск света. Сначала это была лишь тусклая искра на каменном покрытии. Потом она вытянулась в желтую линию, и вдруг, без всякого звука, словно разрез открылся, и появилась рука, белая, почти женственная, ощупывающая центр маленького освещенного пространства. Минуту или больше эта рука с извивающимися пальцами торчала из пола. Затем исчезла так же внезапно, как появилась, и снова все погрузилось во тьму, кроме одинокой искры, обозначавшей щель между камнями. Однако исчезновение было лишь мгновенным. С треском и скрежетом одна из широких белых плит перевернулась на бок, оставив квадратную зияющую дыру, из которой хлынул свет фонаря. Над краем показалось четкое юношеское лицо, которое огляделось остро и внимательно, а затем, ухватившись руками за край отверстия, поднялось сначала до плеч, потом до пояса, пока одно колено не легло на край. В следующее мгновение он уже стоял рядом с отверстием и вытягивал за собой товарища, гибкого и небольшого, как он сам, с бледным лицом и копной ярко-рыжих волос. «Все чисто», — прошептал он. «У тебя есть зубила и мешки?» «Великий Боже!» «Прыгай, Арчи, прыгай, а я за это поплачусь». Шерлок Холмс выскочил и схватил злоумышленника за воротник. Другой нырнул обратно в дыру, и я услышал треск рвущейся ткани, когда Джонс ухватился за его полы. Свет блеснул на стволе револьвера, но охотничья трость Холмса опустилась на запястье человека, и пистолет со звоном упал на каменный пол. «Бесполезно, Джон Клей», — спокойно сказал Холмс. «У вас нет ни малейшего шанса». «Вижу», — ответил тот с величайшим хладнокровием. «Думаю, мой приятель в порядке, хотя вижу, что вы ухватили его за фалды». «У двери его ждут 3», — сказал Холмс. «Ах, вот как!»
Кажется, вы все проделали весьма основательно. Должен вас поздравить. И я вас, ответил Холмс. Ваша идея с рыжеволосыми была весьма нова и эффективна. Вы скоро увидите своего приятеля, сказал Джонс. Он быстрее меня лазает по дыркам. Потерпите, пока я надену браслеты. Прошу не касаться меня своими грязными руками, заметил наш пленник, когда наручники защелкнулись на его запястьях. Возможно, вы не знаете, что в моих жилах течет королевская кровь. И будьте добры, обращаясь ко мне, всегда говорить «сэр» и «пожалуйста». «Ладно», — сказал Джонс, уставившись на него и хмыкнув. «Ну что ж, будьте любезны, сэр, пройти наверх, где мы найдем экипаж, чтобы отвезти ваше высочество в полицейский участок». «Так лучше», — спокойно сказал Джон Клей. Он сделал широкий поклон нам троим и тихо пошел под конвоем сыщика. «Честно говоря, мистер Холмс», — сказал мистер Мерривезер, когда мы последовали за ними из подвала, «я не знаю, как банк может вас благодарить или вознаградить. Несомненно, вы раскрыли и пресекли самым полным образом одну из самых решительных попыток ограбления банка, какие мне доводилось видеть. У меня было несколько личных счетов к мистеру Джону Клею», — сказал Холмс. «Я понес некоторые расходы по этому делу, которые рассчитываю, что банк возместит, но кроме того я вполне вознагражден тем, что получил опыт, во многих отношениях уникальный, и услышал весьма замечательный рассказ о Лиге рыжеволосых. «Видите ли, Ватсон», — объяснял он в ранние часы утра, когда мы сидели на Бейкер-стрит за стаканом виски содовой, с самого начала было совершенно очевидно, что единственной целью этой фантастической истории с объявлением о Лиге и переписыванием энциклопедии было убрать этого не слишком сообразительного ростовщика на несколько часов каждый день. Способ был любопытный, но, по правде говоря, трудно придумать лучший. Метод, несомненно, подсказан изобретательным умом Клея цветом волос его сообщника. 4 фунта в неделю, приманка, которая должна была его привлечь, а что это значило для них, когда они играли на 1000? Один мошенник снимает временную контору, другой подталкивает человека подать заявление, и вместе они обеспечивают его отсутствие каждое утро недели. С того момента, как я услышал, что помощник согласился работать за полоклада, мне стало ясно, что у него есть веская причина занять это место. Но как вы могли догадаться, что это за причина? Если бы в доме были женщины, я бы заподозрил простую интрижку. Но это было исключено. Дело у него маленькое, и в доме не было ничего, что оправдало бы такие приготовления и такие расходы. Значит, дело должно быть вне дома. Что же это? Я подумал о страсти помощника к фотографии и его привычке исчезать в подвал. Подвал. Вот конец этой запутанной нити. Затем я навел справки об этом загадочном помощнике и выяснил, что имею дело с одним из самых хладнокровных и дерзких преступников Лондона. Он делал что-то в подвале, что-то, что занимало много часов ежедневно на протяжении месяцев. Что это могло быть? Я не мог придумать ничего, кроме того, что он роет туннель к другому зданию. До этого я дошел, когда мы отправились осмотреть место действия. Я удивил вас, ударив тростью по мостовой. Я проверял, тянется ли подвал вперед или назад. Вперед, нет. Тогда я позвонил и, как я надеялся, помощник открыл дверь. У нас были стычки, но мы никогда прежде не видели друг друга. Я едва взглянул на его лицо. Колени, вот что я хотел увидеть. Вы сами должны были заметить, какие они были изношенные, морщинистые и запачканные. Они говорили о часах рытья. Оставался лишь вопрос, для чего они рыли.
Я обошел угол, увидел, что Ситиен Сабурбан Банк примыкает к дому нашего клиента, и понял, что разгадал задачу. Когда вы поехали домой после концерта, я обратился в Скотланд-Ярд и к председателю совета директоров банка, результат чего вы видели. А как вы узнали, что они попытаются именно сегодня ночью? Спросил я. Ну, когда они закрыли контору Лиги, это означало, что им больше не нужен мистер Джибес Уилсон, другими словами, что туннель завершен. Но им было необходимо использовать его вскоре, иначе его могли бы обнаружить или золото могли бы перевести. Суббота подходила лучше всего, она давала им 2 дня на бегство. По всем этим причинам я ожидал их сегодня ночью. «Вы великолепно все рассудили», — воскликнул я с искренним восхищением. Цепь столь длинна, и все же каждое звено звучит верно. «Это спасло меня от скуки», — ответил он, зевая. «Увы. Я уже чувствую, как она вновь наваливается. Вся моя жизнь — одно длинное усилие уйти от банальности существования. Эти маленькие задачи помогают мне в этом. И вы — благодетель человечества», — сказал я. Он пожал плечами. «Ну, пожалуй, все же есть от этого хоть какая-то польза», — заметил он. «Льхоммит съест рин, леуврет съест таурт», как писал Густав Флабер Жорж Санд. Если вам интересно и вы хотите услышать новые рассказы, подпишитесь, ставьте лайк и обязательно напишите комментарий, что хотите слушать новые истории.